Привет! Сегодня я хочу поговорить с вами на очень серьезную тему, как препятствия и блоки к деньгам. Написание этой статьи побудил меня мой ментор Боб Проктор. Многие из вас знакомы с ним по фильму «Секрет». Люди хотят знать, как бороться с препятствиями и блоками. Они изучают успех, читают много литературы, посещают семинары и так далее. Но постоянно сталкиваются с такой мыслью или чувством, как будто что-то блокирует деньги в их жизни. Ну что ж, эта ситуация в 99% у всех, кто настойчиво идет к своей цели. В чем дело? Окей, сегодня я раскрою вам секрет и даже дам конкретные шаги, как добиться того, о чем вы мечтаете. Первое, о чем я хочу поговорить с вами, это то, что все в нашей жизни является энергией. На что бы вы ни взглянули, является энергией. Если взять мощный микроскоп и рассмотреть нашу руку или кусок скалы, да что угодно, вы обнаружите, что любая материя есть не что иное, как энергия, вибрирующая с разной частотой. А теперь давайте поговорим о такой вещи, как мысль. Что такое мысль? Мысль — это тоже энергия, и благодаря этой энергии вы имеете то, что вы имеете. Вы живете именно так, как вы живете. Тот результат, который вы имеете сегодня, это последствия ваших мыслей и действий в прошлом. Поэтому начинайте думать так, как вы хотите видеть ваше будущее. Ибо завтра будет новый день, и то, что вы получите, зависит абсолютно только от вас. Возвращаясь к вопросу, с которого я начала сегодняшнюю статью, так вот, та мысль, что у вас есть какой-то блок или что что-то мешает вам, это именно то, что перекрывает вам ваш денежный поток. Мы становимся тем, о чем мы думаем. Вы просто обязаны избавиться от той привычки давать энергию таким мыслям, как блоки и барьеры. Одна успешная женщина как-то говорит: все идет довольно замечательно, но у нас есть некоторые финансовые проблемы. Такое чувство, что как будто что-то блокирует деньги, и они не приходят. Когда ей сказали перестать думать, что что-то блокирует деньги, перестать говорить об этом, она сразу среагировала. Но как тогда она сможет объяснить, если она не будет говорить об этом? Видите ли вы даете слишком много энергии. Отпустите ситуацию, не давайте ей абсолютно никакой энергии. Перестаньте думать о блоках, говорить о них, смотреть на них, обращать на них внимание. Вместо этого сядьте и расслабьтесь. Не раскидывайте вашу энергию на то, чего вы не хотите. Подумайте о том прекрасном, что приходит в вашу жизнь. И если вы не видите хорошего, приходящего в вашу жизнь, это не значит, что оно не приходит. Я хочу, чтобы вы мысленно стали видеть вещи, которые вы хотите в вашу жизнь, уже приходящими. Если вы хотите новых партнеров, увидьте их приходящими к вам. Если вам нужен кто-то новый для вашей компании, увидьте это уже происходящим. Если вам нужны деньги, увидьте их на своем счету. Следующий шаг. Вы должны научиться чувствовать. Подключите к своим мыслям ваши чувства. Когда вы подключаете чувства к мыслям, ваша энергия многократно увеличивается, она становится сконцентрированной. Поэтому очень важно, чтобы ваши чувства были как можно более позитивными. Чувствуйте радость от того, что все ваше задуманное скоро свершится, что деньги уже на вашем банковском счету. Прочувствуйте это. И после этого мы переходим к самому важному шагу — это действие. Конечно, бездействие ни к чему не приведет, но выполняя первые два шага, мысли плюс чувства, ваши действия приведут вас к вашим целям намного быстрее. Это и есть та формула успеха. Мысли, чувства, действия равняются успеху. Прямо сейчас возьмите 4-5 минут и сфокусируйте свое внимание на том, чего вы хотите. Не давайте никакой энергии мыслям о блоках. Блоков не существует. Отпустите их. Иллюзии, которые вы создаете в своей голове, уберите их. Увидьте то добро, которое вы хотите приходящим к вам. Начните визуализировать, что это добро приходит. Теперь начните чувствовать себя хорошо, потому что это добро приходит к вам. Это именно то, как это работает. И прямо сейчас возьмите 4-5 минут и проделайте это упражнение. На этом пока все, и до скорой встречи. С вами Инна Кхан. Спасибо, пока.